Гран-Канария – потрясающий красивый остров, и в этом видео вы увидите наш личный топ-17 самых интересных и лучших мест здесь. Мы покажем весь север и юг острова, горы и побережье. И начнем мы с одной из самых известных достопримечательностей Гран-Канарии – это дюны Маспаломас. Мы сейчас находимся просто в каком-то нереальном месте. Пески, дюны, и они уходят в Атлантический океан. Какой-то космос, пустыня Сахара. Давай! Класс! Песчаные дюны – маленький кусочек настоящей пустыни. Считается, что песок попадает на Гран-Канарию из Сахары благодаря очень сильному ветру. И действительно, до Сахары не так далеко, примерно 200 километров. Барханы легко осыпаются под ногами. Одно неосторожное движение, и с потоком песка скатываешься в самый низ. Каждый день под влиянием ветра и океана создаются новые дюны и барханы. Маленькая пустыня Маспаломас постоянно живет и движется. А еще здесь водятся мелкие бараны, гекконы, всякие жучки-паучки и... Калифорнийская змея. Ну, не знаю, насчет калифорнийской, но какие-то змеи есть. По-любому. Каньон Барранко де лас Вакас. С большими трудами мы все-таки нашли этот каньон. И вообще навигатор идет в абсолютно разные стороны, и очень трудно его найти. Никто ничего не знает, указателей нет, но мы это сделали. Здесь ветер сделал такие чудеса. Весь каньон идет вот такой волной. Мы сейчас пройдем еще немножко дальше. Здесь живут курочки. Не трогай, потому что клюнет. А здесь волна. И вот, собственно говоря, этот пляж, ради которого мы ехали. И сейчас мы спустимся и пройдем через туннель и выйдем на него. 9 часов утра, но на пляже вообще ни одного человека. И это классно. Мы сейчас находимся в туннеле, который выходит на Плая де Алдея. И это очень так необычно. Пляж мне нравится. Здесь можно любоваться стихией океана. Выходите туда. В туннеле вода. Я так думаю, что сюда просто зашла волна. А еще на пляже для удобства сделаны вот такие вот большие деревянные лежаки. Да, такие помосты, где можно вещи оставить, либо просто полежать. Один из дней посвятите Лас-Пальмасу, столице острова. Городок небольшой, как по мне, и центр небольшой. Сейчас погуляем немножко и будем уже ехать на пляж, который самый протяженный в столице. Он называется Лас-Кантерас. Лас-Пальмас – столица острова Гран-Канария и совместно с Санта-Крус-де-Тенерифе – столица Канарских островов. Это крупнейший город-архипелага с очень развитой инфраструктурой. Многие исторические объекты здесь связаны с Христофором Колумбом. Он останавливался на Гран-Канарии во время своих экспедиций в Америку. В доме, где он тогда жил, сейчас находится музей Колумба. Лас-Кантерас считается лучшим пляжем в Лас-Пальмасе, и сейчас я вам покажу, насколько здесь гигантские волны и ветер. Хочу показать вам Агаэте. Волна огромная, мы приехали на пляж. Это природные лавовые бассейны в Агаэте. И такой шторм, красный флаг, ветер. И никто не купается. Сейчас потрогаем воду. Там скользко. Вода классная, она не холодная. Короче, мы лежали здесь. Все наши вещи смыло волной. У нас одежды теперь нет. Мокрое все абсолютно. Все сбежали дальше. Волны просто гигантские.
И вон там где-то вдали паром идет на Тенерифе. Так как здесь очень большие волны, мы уже здесь плавать не будем, поэтому сейчас соберемся, поедем в небольшой городок, который называется как? Гальдар. Смотрите, как волны о скалы разбиваются. Конечно, стихия океана. Алиса принимает солнечные ванны. Мы приехали в Гальдар. Вот такая вот набережная. И здесь пусто, просто людей нет. Набережная пустая. Крабы? Вот они. Здесь на набережной одни мы. Приехали для общего развития. Конечно, в такую волну мы не полезем, это очень опасно. Погуляем? Нет. Вот вам контраст с предыдущими пляжами. Это юг острова, Плая Амадорес. Сегодня суббота, и очень много людей, паркинг забит. Да, пляж переполненький, такой переполненный на выходные. Но сам пляж очень приятный, здесь бухта закрытая, мелководье, для деток хорошо. Класс! Водичка красивого цвета, бирюзового, да, много людей, но пляж очень приятный. Тая заходит, да, и как всегда холодно. Да ныряй уже, ну. Ну да, голову хоть намочишь. Я дальше уже не хочу идти. Здесь вдоль всего пляжа Амадорес идут вот такие ресторанчики, бары, огромная такая береговая линия. Получается, заходишь, здесь вот так вот в середине есть проход. И там можно бесконечно идти. Мы сейчас идем какие-то сувениры посмотрим. Миллион здесь всяких заведений, мини-маркеты, разная кухня. Мое первое впечатление о Могане, мне это место напоминает Миконос или Родос. Вот это все мозаика. Красиво, да? Так ярко. Первое, что мы решили сделать в Могане, это подняться на смотровую площадку, на Мирадор, с видом на город. Вот такая панорама на Пуэрто-де-Моган открывается с этого места. Сейчас мы спустимся вниз и пойдем на вот этот вот пляж, скорее всего на него. И там сейчас никого нет, потому что сейчас еще где-то 10 утра. Очень красивая улочка, которая ведет прямо в порт, в яхт-клуб. И вот эти вот бутоны, цветы здесь огромные, все цветет. Маленькая набережная и очень красивый яхт-клуб. А еще мы сейчас идем по набережной, и здесь очень много кафешек разных, таких небольших, уютненьких. После пляжа вернемся сюда. А вон там вверху, сейчас покажу, вот смотровая площадка, на которой мы утром стояли. В общем, если вы хотите тишины, стихии океана, волн большущих, вам не сюда, а на другую сторону острова, куда-то на север или на северо-восток, потому что у меня уже вот такая голова. Детей много, пляж для деток, для семейных пар. Они кричат, шумят, орут. Я не могу говорить. Тишины и отдыха такого, так вот, релакса здесь не выйдет. Да, кстати, сегодня понедельник. Вот такой вид на пляж с другой стороны. Мало кто знает о высокогорном поселке с интересным названием Террор. Мы специально остановились здесь на пару дней. Утром прохладно и птички поют. Я качаю. Здесь воздух, просто обалденный воздух, нереальный. А вот наш домик, въезд. Этот дом мы сняли на 3 дня и ни разу не пожалели об этом. У нас какие-то такие потрясающие деревенские рассветы здесь в горах. Петухи поют.
солнце встает, собаки гавкают. Мы поднялись, холодно, высоко в горы, едем по серпантину, здесь остановились на таком Мирадоре Венигуэра. Сочетание горных пород в цвете просто волшебно. Природа лучший мастер. Шоссе GC200 очень живописно. Канарские деревушки, горы, ущелья и серпантин. Эти цветные скалы вы точно не пропустите. Мы приехали в Тохеду, это столица миндаля. Здесь выращивают миндаль, да, очень много всяких кондитерских, кофейней, вкусные миндальные пироженки. И вот такие оранжевые крыши. А еще очень часто здесь останавливаются те туристы, которые любят хайкинги и хотят подняться на самую высокую точку Гран-Канарии, на Пико Нубло. Если я не ошибаюсь, вот это он. Да, наверное, да. Дорога сюда сложная, и, возможно, специально ехать не стоит. Но если будете проезжать все-таки мимо, обязательно сделайте остановку. Вот это вся центральная улица Тохеды. И вот, в принципе, кафешки, где можно посидеть и выпить кофе. Вот здесь кондитерская уже открыта, и очень-очень много всякой выпечки, сладостей, булочек. И Алиса себе заказала вот такую вот штуку с нутеллой. Это такой огромный лапа. Сейчас я представляю уже, что будет. Сейчас Алиса будет вся. Здесь можно приобрести вот такие вот имбирные и миндальные пряники. Вот это одна из лучших кондитерских Тохеды. Роки Нубла виднеется вдали. Это самая высокая точка острова. И для тех, кто любит хайкинги, это, конечно, обязательное место для посещения. Вот отсюда до самого пика идти ровно 2 километра. Указатель. Хочу вам показать вид сверху на один потрясающий пляж. Сейчас идем на пляж, плавают куры. Вот такой вот пляж. Можно взять за 3,5 евро здесь шезлонг или со своими подстилочками. Алиса первая залезла в воду. Песочек, деткам раздолье и немноголюдно. Если уйти в самый конец пляжа, будет вот так. Вечер, и вот такая красота с нашего балкона. Маленький и очень интересный городок Агуинес. Мы нашли это место, город статуй. Ради этого верблюда мы сюда ехали. Мы вышли в центр этого маленького городка. Небольшая центральная площадь, и здесь какая-то церковь. Что меня поразило в этом городе, что здесь одни туристы изредка встречаются, местных вообще нет. Где они все днем? Приехали на Анфи-Бич. Вот такое вот местечко. Мы пришли на пляж, и здесь очень много людей. Сейчас будем кафе. Ляжем на подстилки, да, идем туда. Песочек белый, водичка такая бирюзовая. Но народу много, можно покататься на сабборде, на катамаране, на разных бананах и плюшках. Да, я очень хотела на сабборде. Да, без жилета не разрешили. Короче, 1 час 15 евро. И сейчас мы покажем, где можно заплыть, а где нельзя. Ну давай. Пляж очень красивый, водичка бирюзовая, песочек такой нежный-нежный и пальмы. Самая красота здесь это в этих пальмах, но очень много застройки. Отель на отеле, бары, рестораны, кафе, шумно. Вдоль пляжа идет небольшая набережная, пальмы высокие, цветы, магазинчики сувенирные, бары и рестораны и очень-очень большое количество людей.
Неподалеку от аэропорта Лас-Пальмас есть вот такое место. Это маяк Фаро де Аренага. Место интересное и очень ветреное. Если будете проезжать мимо, обязательно рекомендую заехать. Напишите в комментариях о тех местах, о которых мы забыли упомянуть.